Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев. Таро прогноз на ноябрь. События ноября, которые скоро, а возможно и неожиданно придут в вашу жизнь, придут на ваш порог. И чего вы не видите сейчас? Чего вы или о чем вы пока не знаете, не подозреваете, а это произойдет или окажет влияние на вашу жизнь. Давайте с вами узнаем на ноябрь, что же нам прогнозируют карты. И первая колода – это у нас 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые. Каков ключ? А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Возможно, это как сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. И это как потоковая информация о том, что может происходить, или знаки судьбы. Достанем 3 карты. Первая карта, но вот почему-то тянется и вторая. Достанем 2. Первый знак судьбы, второй знак судьбы. Интересно, о чем нам тут расскажут. И третий, что там для львов. И позволим картам раскрыть нам тоже палитру тех вопросов, опять же, что от вас скрыто, чего вы пока не знаете, но перевернулась вот карта. Смотрите, у вас есть какая-то возможность, а вот точно вы чего-то не видите, мои дорогие. Давайте вот так, чтобы вы могли рассмотреть. Посмотрите, какая цикличность выпадает. Туз пентаклей всегда возможность. И я не исключаю, чего вы не видите. Может быть, это как новость, которую вы услышите, вам ее додумать предстоит. Причем вы-то видите. Вот карта искаженного восприятия совсем не то, что идет в вашу жизнь на ваш порог. Здесь вам может конкретно помешать либо какой-то старый шаблон, либо, может быть, из-за усталости, мои дорогие. Правда, и уставшие люди делают ошибки. Древняя китайская поговорка, ну, очень в тему и в цель. Поэтому тут есть всегда какой-то альтернативный либо вариант, либо вот то, что вы услышите, увидите. Но явно тут скорее будет, может быть, или бумага, иногда такое тоже проигрывается, или какая-то весточка. Может быть и предложение, у каждого свое. Неважно, откуда она исходит. Но вот посмотрите, это что-то конкретное, поскольку пентакли. Причем сначала первый, э, один, точнее, да, пентакль или туз пентакли, как возможность начать, а потом 2 пентакля. Есть какое-то взаимодействие. Теплые 2 карты и вполне реальные. А мы можем сначала от чего-то отказаться, либо это не вписывается в наш шаблон, в наши правила, в наше видение жизни. А потом мы как будто можем об этом пожалеть. И вот эта мелкая карта, которая уже про реальную жизнь, отсутствие взаимопонимания или когда как-то, может быть, даже по деньгам вы как прошляпить что-то можете. Ну, мы с вами смотрим то, чего вы не знаете или не видите, а это случится. Вот так вот, как будто карты выпали, сами попросились. Давайте я перемешаю. И тоже потоковая информация. Мы не задаем вопросы. Пусть нам карты расскажут о том, что вам нужно услышать. Достанем 6 карт. Чего вы не знаете, а это случится. Чего вы не видите. Возможно, какие-то события в ноябре. Ну или в целом какая-то ситуация ноябрьская. Может быть, это будет перекликаться где-то с вашими планами. Ладно, давайте будем узнавать, что же там по знакам судьбы. 2 карты. Вот смотрите, у вас опять же какие-то возможности идут. 9 пентаклей, причем такие обворожительные, хочется сказать. Ведь это карта самодостаточного человека. То есть есть явная возможность, как быть хозяином собственной жизни. Ну, это, конечно, громкая фраза, но, тем не менее, есть и пафосность некоторая в этой карте, потому что это достижение, уже вполне реальные. Когда вы сами, не кто-то вам двери открывает, а это вы хозяйка этого дома, ну или хозяин. Перекладывайте все же это лишь метафора карта, да, но это вы открываете двери, кому сочтете нужным, или закрываете, будем говорить, если нужным не сочтете. Вы управляете и своей жизнью, и это уже всегда какой-то прогресс. Кстати, 9 по нумерологии – это всегда перемены. Ну, раз перемены, значит, есть и завершение чего-то. И очень символично
13-й старший аркан. Нет закрытых дверей. И все то, что я сказала по первой карте, уже не повторяю, но как будто мы подзастряли. Вот как этот человек, посмотрите, такая серая унылая карта. Из всех ярких красок только цветы на погосте. И вот эти часы песочные, которые человек держит в руках, как будто время-то пошло, ты его теряешь. Нет закрытых дверей, но как прощание с прошлым. Может быть, осознание новой реальности. Вот такое может быть. У кого-то это, ну, может быть, и с новости начнется, или когда у нас глаза открываются на определенные события. И неважно, с чем это связано. У кого-то в личной жизни, у кого-то вопросы дома, у кого-то это вопросы работы, потому что пентакли, опять же, да, но какое-то очень правильное взаимодействие и в то же время не застрять в тех предыдущих каких-то, может быть, наших планах, а скорректировать их, расставить правильно акценты и быть готовым действовать по-новому. Все же я тут вижу, что здесь какой-то переходный момент, мои дорогие, как знак судьбы, у вас может быть второй знак судьбы. И вот в этом переходном моменте это и есть где-то Луна. Луна – это не когда нам может казаться, мы должны что-то выбрать. А тут не выбрать нужно, а тут нужно как соединить что-то. Может быть, соединить, вот как пятерка пентаклей, которая вам выпадала, да, те карты, которые торопились вам что-то сказать. И я говорила, недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Здесь, с одной стороны, нельзя, знаете, поставить, ну, даже на более глобальном уровне, допустим, такой постулат. Сначала я решаю финансовые вопросы, а потом я буду взаимоотношения разбирать. Нет, тут вот именно соединять придется. Договариваться, мои дорогие, ну, точно вам с кем-то придется. Потому что по аркану Луна, да, иногда это карта, которая свидетельствует о делах домашних, опять же, да. Но, видимо, и дома не все так однозначно, когда дипломатам придется быть. Вы действительно чего-то не видите. Аркан Луна, 1000 неопределенностей. Но это старший аркан. Внешние события влияют на вас. Может быть, даже ваши домочадцы, близкие, родные. Вы можете думать, что вы их хорошо знаете, но существуют такие моменты, которых человек себе планирует. Каждый из нас – это личность. Это уже не высокие слова, это конкретно. И даже пусть это дети, ну вот что-то, у них есть какие-то свои задумки. И мы тут, с одной стороны, мы не должны раствориться в этом, потому что эта карта еще и эмпатии, безусловно. Тут, наоборот, нужно соединить, может быть, и наши какие-то. Не забыть о себе ни в коем случае, потому что у вас карта самодостаточного человека. Ну и, может быть, принимать ту обстановку, которая сложилась. Потому как, посмотрите, как будто что-то мы не можем ускорить. У каждого намерения, цели свой срок. И вот девушка прогуливается беременная по берегу, она вынуждена что-то ждать. Она не может этот процесс, опять же, ускорить. Кстати, для кого-то из вас, кому это соответствует по возрасту и поставленным целям. Я жду ребенка, мои дорогие девочки. Ну, понятно, не для мужчин. Но для кого-то это подсказка. И, может быть, именно эта тема будет темой номер раз. Но абстрагируемся от этого, имеется в виду ожидание. Символ вот этой девушки, да, есть вопрос, который мы еще не знаем, как это в конечном итоге разрешится. Как это вот, как конечный пункт происходящего. Мы тоже пока не видим. Мы можем предполагать. Кстати, интуиция, подсознание дает правильные подсказки. Может быть, что-то не вписывается, не ваше представление, не в логику, не в смысл. А тем не менее, именно интуиция вам будет давать советы, как правильно выйти или решить какой-то вопрос. Явно по Луне мы куда-то не торопимся. И вот эта дверь, которая нам изображена под наклоном, нам как будто обязательно нужно сюда попасть. Это место нашей безопасности или это, ну, условно говоря, аллегорически, да? То есть вот нам нужно явно что-то и себя сохранять, и, может быть, то положение, которое вы достигли. Потому что тут ведь, знаете, ну, все же 13-й аркан может говорить для кого-то, как, знаете, мы можем все взять и разрушить от одного импульса. Вот, ну, какие-то аккуратные, осторожные действия. По Луне мы двигаемся вперед, но вот, знаете, это как ступать. Осторожно, но уверенно. Искусство мелких шагов. Так вот, по поводу этой двери,
которая расположена под наклоном. Это прообраз Пизанской башни, которая наклонена и кажется, ну, сейчас рухнет. Тем не менее, столетие стоит, еще столько же простоит, и нам туда нужно попасть. Ключа к этой двери нет, но есть страж дверей, хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Вот такой знак судьбы. Третий знак судьбы. Но самое главное, понимаете, вот тоже можно сказать карта искаженного восприятия. Вообще это карта застоя. Застоя, когда мы сами, ну, может быть, поначалу какая-то тема, мы ее взялись обдумывать, да, причем начали рационально. Ну, а потом какая-то пауза затянулась. Вот именно пауза нам говорит о том, что уже пора действовать. И закрытых дверей, мои дорогие, нет. Нам показан человек, который именно видит как-то однобоко ситуацию. Он смотрит телевизор. Он проживает те жизни, которые ему демонстрируют этот телевизор, да, или средства массовой информации. И вот и комната такая темная, ничего не меняется, вроде бы ничто и никто его не держит, все однообразно, вроде бы, да, никто его не заставляет, не принуждает к чему-то, но тут как будто себя вам нужно на что-то организовать. Никто это делать за вас не будет. Вам явно нужно что-то переиграть. И может быть вот как раз 13-й аркан. Пора выйти из этой комнаты. У Бродского есть великолепные стихи. Не выходи из комнаты. Ну, понятно, там смысл обратный, мои дорогие. Не выходи из комнаты. Но вот если не выходи из комнаты, то вот тогда вот эта ситуация или вот что-то подобное, оно не закончится никогда. Вам нужно на что-то еще и решиться. Ладно, давайте будем вот эти другие знаки узнавать, чего вы не знаете, чего вы не видите. А это случится. К чему быть готовым? Но у вас, правда, какой-то очень перспективный период, мои дорогие. И планетарно ведь это так. Но мы все рано или поздно приходим к выводу, что мы есть в нашей жизни то, что мы не можем продолжить. Либо мы сами не хотим, может, нам это надоело. Но по этой карте у нас всегда ведь это персональная карта. Может быть, это и на самом деле с учетом карты Луна и девятки Пентаклей, и именно этой колоды дом, да. По королю Пентаклей это проходят наши близкие, супруги. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. То есть это карта надежного человека. Тот, который умеет взять ответственность, тот, который очень реально видит жизнь и надеется сам на себя. Потому как король Пентаклей себя создал сам. Да, он немножко консерватор или немножко консерватор. С вдохновением так это сложновато. Может быть, вы по некоторым вопросам не согласны именно с подобной персоной. Но могут проходить, кстати, люди так вот в целом, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент, или просто человек именно в таких энергиях. Кстати, иногда работники банков, да, или люди статусные, как руководители. Он тоже не через розовые очки смотрит на жизнь. Вам придется договариваться с такими людьми. У кого-то это будет по части работы, а у кого-то по части личной жизни. И раз это первая выпадает карта, мои дорогие львы, для вас этот человек имеет важное значение. Это для вас может быть как якорь. А вы можете воспринимать именно так, что как будто вас в чем-то ущемили. Может быть, это какой-то важный разговор вам предстоит. И вы можете подумать, что человек не хочет участвовать в чем-то, что имеет смысл по вашему мнению. Или когда человек, ну, как-то, может быть, жадина, кстати, потому что это карта скупердяя или жадины. Но давайте откроем третью карту. Нет ничего плохого, ведь это карта самосохранения. Да, правда, тут есть какой-то вопрос, когда есть интерес с одной стороны, да, и явно тут надо что-то продолжить. Но вам, может быть, с одной стороны, либо что-то не нравится, вы ожидали чего-то большего, и вы можете думать, что, ну, от вас что-то либо скрывают, либо не знаете, как подступиться к решению какого-то вопроса, а будет хотеться именно поступить как-то по-своему. Вот явно вот смена шаблона какого-то у вас должна произойти. И нельзя что-то разрушить. С другой стороны, четверка Пентаклей говорит, будь внимателен, лев, к деньгам. Но это не значит буквально, да, с жадинами мы становимся, но все же.
Видимо, какую-то материальную составляющую нужно просчитывать, потому что дальше у нас идет аркан Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Может быть, это некоторая тайна, которую вы узнаете, как вам правильно поступить. И это тоже будет своего рода для вас как перезагрузка. Здесь вы можете услышать именно, ведь мы спросили, чего вы не знаете, не видите, а это случится. Вот тут как раз случается в реальной жизни то, о чем мы предполагали. Или, как, знаете, пусть сама по себе мысль или то, что вы интуитивно уже чувствовали, но в это не верили. А тут это происходит на практике, и мы убеждаемся, вот что-то подобное может быть. Но ведь и вам дает Верховная Жрица тоже совет, отчасти как по аркану Луна, прислушайся к интуиции раз, и не выноси пока вердикты. Вот эта карта, тем не менее, самодостаточного человека, но который немного сам по себе, которому действительно придется еще какой-то путь пройти, может быть, и в одиночку, да. Ну, как бы, пусть это ряд вопросов, которые можете решить, мои дорогие львы, ну вот только вы, а не кто-то другой. Пусть это еще ваша какая-то задумка, которая на начальном этапе нужны единомышленники, но как это вот отобразить на практике, вы еще пока до конца не видите. Тогда искусство мелких шагов. Не будет сразу, может быть, получен какой-то такой богатый улов, эквивалент. Для кого-то из вас это может быть еще и, знаете, на уровне подсознания, что на самом деле, допустим, деньги можно заработать другим путем. И, может быть, вы примете во внимание, что раньше вы как рассматривали в другом контексте. Может быть, вы видели вот то, чем вы занимаетесь, пусть это проект или получение должности на работе. Вы можете и в себе такую метаморфозу открыть, когда, допустим, вы предполагали, что нужно что-то сделать как бы быстро, да, или получить желаемое быстро. Тут вот именно по скорости могут быть такие озарения, именно озарения, когда вы придете к выводу, что нет, а вот я, если не прыжком, а именно переложу на шаги, каким-то поступательным движением, то я как раз этого и добьюсь. Вот тут какая-то может быть ваша перезагрузка по части ваших действий, последующих тоже. И именно от того это будет зависеть. Как либо вы узнаете как новость, информацию, предложение. Пусть предложение даже поначалу не выглядит для нас, ну, вот именно когда мы завтра получаем уже какое-то желаемое, да, или достигаем этой цели, а придется пройти еще более длительный этап, какой-то период, но тоже от этого не отказаться. Опять же, что-то перспективное, мои дорогие, а вы можете и не видеть. Но я бы сказала, не отказывайтесь. Знаете, это, видимо, время такое, всех пускать, никого не выпускать. Или все принимать, но пока без вердикта. Не говорить, так, знаете, безапелляционно «да» или кому-то «нет». Сохраняйте нейтралитет, сохраняйте компромисс. Имейте вариант отступить полшага назад, вот как по аркану Луна. Если вы, может быть, внутренняя ваша часть противится против чего-то, а тем не менее ну, где-то робкий голосок интуиции подсказывает: «Не, Лев, ты тут подожди, ты тут пока еще ничего не заявляй. Рассмотри, обдумай. Тут что-то может сложиться очень интересно. Вот где-то об этом вам все карты». Давайте откроем еще. Ну, явно какой-то человек, который вам очень давно знаком. Ну, плюс-минус, но вы явно его знаете. Какие-то контакты для вас очень важные. И я тут вижу, может быть, их нужно продолжать. У кого-то возможность помириться, точно. Посмотрите, тут по семье счастье, радость, любовь, мои дорогие. Прямо по судьбе. Нельзя отказываться. Тут, знаете, вы можете сказать вот как наотмашь. Может быть, какая-то правда у вас есть. И именно эта правда она долженствующая, как истина. Но, как сказал Марк Твен, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Будьте внимательны к тому, что вы транслируете, к тому, что вы говорите, потому что даже фраза, которую вы сказали, и имели один какой-то смысл, она может быть понята по-другому. Для вас, мои дорогие,
будет очень важно доносить свои мысли максимально достоверно или максимально понятно. Не должно от вас какой-то тайны исходить. И даже если она где-то имеется, у каждого из нас есть какие-то, ну, свои как и тайны, так и скелеты в шкафу. Вот, кстати, по поводу скелетов. Мы с вами вступаем в тот период, когда Плутон в ретро-движении, и он именно сейчас, как будто эти скелеты или создает ситуации, когда то, что было тайно, он достает из этого шкафа и как будто нам демонстрирует, говорят, тебе это нужно и зачем? Вот что-то подобное у вас может быть в пике разрешения вопроса, темы, отношений, работы, денег. Ну, вот как-то так. Но все-таки, я бы сказала, запасной аэродром нам помогает. Тут вам что-то по судьбе, ну, можно сказать, идет в руки. А вы, знаете, можете подумать, что сегодня идет, придет и завтра, а завтра не придет. Вы можете упустить время. Вот конкретно, даже не зная карт, согласитесь, нам ведь где-то об этой ситуации говорят. Вы можете поставить на паузу видео, чтобы рассмотреть эти карты, переложить на них свою ситуацию. Ну вот посмотрите, чего вы не видите. Какое-то продолжение, которое вас делает счастливым. И пусть это касается дружбы или каких-то важных контактов по работе, или пусть это касается вашей личной, любовной истории, которая тоже может привести вот к этому счастью, которое тут ведь по аркану Иерофант часто, ну, знаете, это как по вселенскому закону, это то, к чему мы шли долгое время. Поэтому, может быть, и не отказаться от чего-то за 5 минут до успеха. Ладно, давайте мы с вами несколько проясним, к чему же это все идет, как это все обернется. Или для чего нужен такой урок, кто знает. У каждого ведь своя ситуация. Карта любящего человека. Это, знаете, у кого-то перезагрузка в отношениях, в личной жизни, потому что принцесса. Ну, точно. Вы смотрите, аркан умеренности. Тут нужно что-то продолжать, но, может быть, изменить отношение к чему-либо или к кому-либо. Вот так вот карты говорят. Именно где-то на стыке вот этого, да, того, что пока в тени, и то, что на свету, и находится ваше счастье или какие-то возможности. Ангелы наблюдают за вами буквально. Есть те темы, которые, ну да, тут обновление какое-то идет. Наверное, все то, что я говорила, карты подтверждают. И по аркану нулевому, конечно, мы сами не должны сглупить, мои дорогие львы, но ведь это вообще, знаете, это любопытство к жизни. Это новые возможности, это новый жизненный этап. Очень символично, потому что 13-й аркан, а вы этого можете просто не видеть. Именно из-за своих где-то либо предубеждений, или, может быть, сложной, мои дорогие львы, ситуации даже вот такого порядка, когда, ну, есть важный человек, допустим, неважно, какая сфера жизни. И вы понимаете, да, человек важный, но, может быть, какие-то есть и детали, которые вас не устраивают. Но судьба не оставляет другого, как вот что-то должно быть продолжено, но с какой-то перезагрузкой, в новом ключе. Нам вполне вероятно, пространство потом вернет как будто эту историю с конкретным, возможно, человеком, и вы в последующем можете себя поблагодарить, что именно теперь вы как от чего-то либо не отказались, либо, может быть, и не настаивали где-то на своем, а услышивали глаз оппонента. Вот все же на договоры какие-то я вижу прекрасные, мои дорогие, перспективы. Вот этот баланс держать придется. Все же карта умеренности говорит о том, что мы не можем получить буквально все сразу и в один момент. Но если мы разбиваем свою траекторию на аккуратные шаги, тогда волшебные перспективы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.